Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня мне хотелось бы рассказать об акустическом моделировании городской библиотеки в Выборге. Здание городской библиотеки в Выборге, построенное в 1936 году Алваром Aalto, безусловно является выдающимся памятником архитектуры и все годы существования привлекает внимание туристов, исследователей и всех неравнодушных. В здании применены множество оригинальных решений, в том числе из области архитектурной акустики залов. С точки зрения акустики, интерес представляет конференц-зал на 198 мест, который имел разные названия: комната для дискуссий, клубная комната. Вытянутое прямоугольное помещение отличалось оригинальным волнообразным потолком, выполненным из дерева. Профиль потолка хорошо виден снаружи помещения, через окна зала. Я побывал в этом зале году в 1963-м, вскоре после восстановления библиотеки. Полагаю, что тогда ее состояние было наиболее близко к довоенному. На меня библиотека произвела волшебное впечатление в целом. А в этом зале экскурсовод сразу обратил внимание на потолок и рассказал о его функции отражателя звуковых волн, улучшающих разборчивость речи на всех местах. И действительно, на достаточно большом расстоянии от говорящего речь была абсолютно разборчивой. Этот небольшой акустический опыт запомнился мне на всю жизнь. Когда акустика стала моим основным занятием, я частенько вспоминал этот зал и все мечтал как-нибудь в модели воспроизвести замечательные акустические свойства, о которых все говорят. Наконец такая возможность появилась, и я решил плотнее ознакомиться с идеями архитектора Алвара Aalto. Цель архитектора состояла в том, чтобы хорошая разборчивость речи была при произвольных комбинациях мест говорящего и слушателей. Говорящий должен быть хорошо слышен всеми, независимо от места, где он находился в зале. Это хорошо соответствует определению «клубная комната», где выступать могут все члены клуба со своих мест. Aalto предложил красивый деревянный потолок волнообразной формы, малые волны которого одновременно скрывали 6 поперечных балок, на которых лежали плиты основного потолка. Сохранился также лучевой эскиз, так дорогой сердцу акустика. На лучевом эскизе показаны зоны прихода первых отражений от волн потолка по всей длине зала при расположении говорящего у одного конца зала. Зеленым цветом показаны отражения от малых волн, а красным цветом отражения от больших волн. Очевидно, что структура отражений, первых отражений, является дискретной, то есть зоны приходов отражений как бы повторяют поперечную линейчатость потолка. К счастью, в литературных источниках оказалось достаточное количество сканов чертежей клубной комнаты. Ну и дальше было делом техники снять с них размеры, перевести размеры в компьютерную модель. На картинках показан вид зала, отхода в него через главную сдвижную дверь и также изометрические виды зала изнутри и снаружи модели помещения. Всего в модели зала было использовано 485 граней и 753 точки. В модели также были введены материалы поверхности, что позволило рассчитать время реверберации по эйрингу. Как видно из графика, на средних частотах время реверберации составило около 0,9 секунды.
Средний коэффициент поглощения в модели был равен 0,215. Для имитации источника человеческого голоса была использована модель акустического излучателя, который воспроизводит спектр мужской речи с уровнем 60 дБ на расстоянии 1 метра. Это соответствует нормальному голосу. Имитатор устанавливался перед зрительскими местами со стороны трибуны, примерно в середине зрительской площади, и его координаты в разных расчетах оставались неизменными. Первый расчет был выполнен без учета отражений, просто для того, чтобы оценить вклад прямого звука в поле звукового давления. Расчет проводился в полосе частот от 1 до 4 кГц, то есть в диапазоне наиболее важном для разборчивости речи. Расчет проводился на высоте уха сидящего человека. Из диаграммы видно, что поле имеет равномерный спад в сторону задних рядов, и перепад уровня по глубине достигает примерно 19 дБ. Средний по площади уровень 31 дБ и среднеквадратичное отклонение 5,21 дБ. Теперь повторим расчет с учетом первых отражений. Как видно, средний уровень вырос до 34 дБ с 31. В то же время среднеквадратичное отклонение по площади уменьшилось и стало 5,1 дБ. Поле имеет выраженные поперечные полосы. Очевидно, это зона прихода отражения от потолка, которую предсказала Алта. Вертикальные плоскости поля практически совпадают с эскизом Алты. Здесь видны лучи отраженного звука как от малых, так и от больших волн потолка. Кроме того, имеет место картина косых полос, которая обусловлена отражениями от боковой стены и окон зала. И их интенсивность не уступает интенсивности полос от потолка. Эти отражения не были рассмотрены в модели Алта. Наиболее заметен вклад боковых отражений в последней трети зоны озвучивания. Сравним полученные диаграммы еще раз. Мы видим, что первое отражение увеличивает средний уровень звукового давления на 3 дБ и уменьшают разброс уровня по площади зоны с 5,21 до 5,01. Заметим, что увеличение среднего уровня на 3 дБ равносильно увеличению мощности источника звука в 2 раза. Таким образом, вклад отражений первых весьма существенный. Для того, чтобы разобраться со структурой отражений, зададим фиксированные расчетные точки. Расположим точки по оси имитатора говорящего. По глубине будем располагать их в полосах прихода отражения от потолка, то есть вот в эти полосы поперечные. И одновременно будем стараться соблюдать одинаковый интервал между точками. То есть при интервале примерно 4 метра в среднем получается 7 таких точек. И положение этих точек будет неизменным при всех сравнительных расчетах. Расчеты эти будем проводить для единственной частоты 1000 Гц. Проведем анализ отражений. Для этого сначала рассмотрим лучевой эскиз, рассчитанный для точки номер 1. Здесь и на других эскизах желтым цветом показан
прямой звук от источника, а пурпурным показаны первые отражения. В данном случае точка 1 является ближайшей к источнику звука, и структура отражения следующая. На виде сбоку мы видим отражения, которые имеют место в вертикальной плоскости. Это отражение от потолка, причем точка отражения находится практически над источником. Второе — это отражение от пола. И, наконец, отражение от задней стенки. Вот отражение от задней стенки, оно интересно тем, что оно присутствует во всех точках, и роль его, в зависимости от точки, положительная или отрицательная, будет разная. На виде сверху мы видим отражение от окна и отражение от боковой стенки зала. Теперь посмотрим временную структуру сигнала. Здесь каждому приходу звука соответствует свой столбец уровня. А цвета те же самые, что и на лучевом эскизе, то есть прямой звук — это желтый цвет, отраженный — пурпурный цвет. Ну и бирюзовым цветом здесь показан уровень диффузной энергии. Ну, что мы здесь видим? Мы видим, что практически все отражения, то есть отражения от пола, потолка и стен зала, приходят в интервале 35 миллисекунд. Это интервал положительной, так сказать, энергии, которая положительно сказывается на разборчивости звука. И одно отражение, это от задней стенки, оно оказалось вне этого интервала 35 миллисекунд, но уровень этого отражения намного меньше, чем уровень прямого звука, и поэтому им можно пренебречь. Что касается отражения от потолка, оно вот третье здесь по счету в этой группе, и само собой вносит положительный вклад в разборчивость, поскольку оно близко к прямому звуку, и разность уровней здесь невелика. Переходим к точке 2. В точке 2 мы видим, что отражение от потолка произошло почти по чертежу алты, то есть от малой полуволны потолка. Все остальные отражения, как и на предыдущем эскизе, также присутствуют. И это же видно на временной структуре отражений. Здесь отражения от потолка приходят в благоприятный интервал времени. Отражение от задней стенки также невелико по сравнению с прямым звуком и не влияет на разборчивость. В точке 3 тут как бы полное торжество модели алты. То есть от потолка приходит в точку 3 сразу 3 отражения. В горизонтальной плоскости также имеет место 2 отражения. И на лучевом эскизе мы видим все эти отражения, вносящие положительный вклад в разборчивость. Все отражения от потолка мощные и мало отличаются от прямого звука, поэтому следует ожидать высокой разборчивости в этой точке. Отражения от задней стенки также пока вклада не вносят. Переходим к точке 4. В точке 4 в вертикальной плоскости есть отражение от большой волны потолка, единственное от потолка в данной точке, и полностью отсутствует отражение от боковой стены и окна. Поэтому общее число отражений здесь невелико, что видно на временной структуре.
Поэтому большого усиления звука от отражения ожидать не приходится. В то же время отражение от задней стенки по уровню растет. Оно уже достигает 10 дБ по сравнению с прямым звуком, поэтому оно должно быть достаточно хорошо слышно. Ну и точка 5. Здесь мы уже приходим в последнюю треть зала. Структура отражения здесь аналогична. Мы также имеем отражение от большой полуволны. Причем заметим, что поскольку кривизна здесь небольшая и это практически горизонтальный участок, это отражение эквивалентно тому, которое могло бы быть, если бы у нас был плоский потолок здесь. В горизонтальной плоскости отсутствует отражение от стены, поэтому только одно отражение от окна. Число отражений, приходящих в благоприятный интервал 35 миллисекунд, невелико, а отражение от задней стенки, его роль возрастает, поскольку разность уровня от прямого звука и от него здесь невелика. В точке 6 это уже дальняя зона. Картина очень похожа на точку 2, то есть отражение имеет место от малого гребня потолка. Ну и здесь мы имеем отражение от оба отражения от стены и от окна. На временной структуре мы видим, что группа полезных отражений имеет практически такой же уровень, как уровень прямого звука, и отражение от задней стены уже вошло в благоприятную зону и вносит положительный вклад в разборчивость звука в точке 6. В точке 7 это дальняя зона. Здесь, к сожалению, боковые отражения оказались экранированными колоннами зала, а отражение от потолка все-таки имеет место, как ни странно, от малой полуволны, причем оно приходит с фронта в точку 7. Ну и на временной структуре мы видим это отражение. Оно практически такое же, как прямой звук. И заднее отражение включается, так сказать, в создание положительной разборчивости. Но общее число отражений невелико, поэтому суммарный вклад невелик. И хорошей разборчивости ожидать здесь в такой ситуации трудно. Теперь рассчитаем индекс разборчивости речи, STI, в этом зале. Ну, STI буквально означает Speech Transmission Index. И в этой таблице есть перевод численных значений индекса STI в качественную оценку разборчивости от превосходной до плохой. Значения индексов проставлены около каждой расчетной точки. Ну, мы видим, что в ближней половине зала разборчивость в целом меняется от превосходной до хорошей, а в задней половине зала находится в среднем на уровне удовлетворительная. Следует иметь в виду, что расчетные точки находятся в местах максимумов приходящего отраженного звука. Поэтому между этих точек разборчивость будет ниже, чем в них. Но, тем не менее, полученные оценки говорят о том, что цель автора достигнута, но вот насколько эффективно решение Alta по сравнению с другими возможными решениями для этого зала, это предстоит нам выяснить в продолжении обзора. Прежде всего выясним, какой результат дал бы в этой комнате обычный плоский потолок, как самый простой вариант потолка. Причем отражение от этого потолка
играли бы ту же роль, что и в модели Alta. С целью такой проверки была построена компьютерная модель с плоским потолком, проходящим по низу несущих поперечных балок. Причем потолок выполнен из того же материала, что и оригинальный. Ввиду того, что геометрия помещения изменилась мало, а материалы применяются прежние, время реверберации в зале с плоским потолком практически не отличается от зала с оригинальным потолком. Начнем с расчета поля звукового давления прямого звука с учетом первых отражений. Как видно, поле обладает высокой равномерностью как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. В вертикальной плоскости какие-либо лучи от потолка здесь отсутствуют ввиду непрерывности отражений. Фактически здесь имеет место множество отражений от потолка, которые сливаются в единую монотонную картину. Сравним его параметры с оригинальным полем. Количественно мы видим, что равномерность поля значительно улучшилась, поскольку стандартное отклонение теперь 4,26, тогда как у оригинала это было 5,01. Среднее значение осталось практически таким же, и исчезла поперечная линейчатая структура поля, которая была в оригинальной модели. Теперь поле значительно более равномерно, особенно это хорошо видно по задней половине зоны. Очевидно, здесь сказалась гладкость потолка. То есть, если в оригинале отражения были только от элементов, расположенных с некоторым шагом, то здесь отражения приходят от каждого участка потолка непрерывно. Посмотрим, что представляет собой геометрическая структура отражений. Мы будем рассматривать только вертикальное отражение, поскольку горизонтальное отражение от стен и окон, они такие же, как и в оригинальной модели. Поэтому будем рассматривать вид сбоку. Вот верхняя картинка — это плоский потолок, а нижняя картинка — это тоже вид сбоку, но оригинальный потолок. И как видно, геометрическая структура отражений здесь примерно одинакова, то есть точка отражения от потолка находится почти над источником звука, как и в оригинальном потолке. Временная структура также примерно одинакова, то есть все отражения приходятся на интервал до 35 миллисекунд, за исключением незначащего отражения от задней стенки. В точке 2 мы имеем для плоского потолка практически такую же картинку, как и для точки 1. И надо сказать, что для всех последующих точек эта картина будет повторяться. А в точке 2 для оригинального потолка отражение приходило из-за головы слушателя в точке 2 от одного из ребер потолка. Временная структура здесь такая же, она будет подобна для всех точек. Будет изменяться только роль заднего отражения. В точке 3, там где мы имели большое количество отражений в случае оригинального потолка, здесь мы имеем по-прежнему одно отражение от гладкого потолка. То есть, по-видимому, вклад отражений для точки 3 в гладком потолке будет меньше, чем в точке 3 для оригинального потолка. Временная структура такая же абсолютно, как для точки 2. В точке 4 мы имеем подобную картину отражений, как и подобную точке 3. Она
близка к оригиналу, поскольку в оригинале отражение произошло от нижней точки большой волны, которую тоже можно считать плоской. Временная структура отражений такая же, то есть здесь нет отражений от боковых поверхностей, так же как и в оригинале. В точке 5 практически повторение картины точки 4, то есть отражение от участков потолка, близких к горизонтальному или абсолютно горизонтальному, как в случае плоского потолка. Такая же картина временной структуры. Тут добавилось отражение от боковой стенки. В точке 6 мы имели достаточно сложную картину для оригинального потолка, когда работало ребро за спиной слушателя в точке 6. А в случае плоского потолка мы получили стандартное отражение, приходящее с фронта. Что отражает и временная структура. И здесь отражение от задней стенки включилось в число полезных отражений. В точке 7 полная аналогия с точкой 6, то есть легко предсказуемые картины отражений от плоского потолка. И в оригинальном потолке тут такое странноватое отражение от малого гребня, приходящее с фронта в точку 7. Временная картина аналогична геометрической картине с учетом положительного фактора от заднего отражения. Ну и, наконец, индекс разборчивости речи. Мы, если посмотреть значения для плоского потолка и оригинального, то мы увидим, что индексы практически совпадают, за исключением точки 3, в которой в оригинале, на которой в оригинале приходится максимум отражения от потолка. Ну а в плоском потолке каждый раз по одному отражению, поэтому изменения происходят более плавно. Ну, в задней зоне есть небольшое улучшение индекса разборчивости, но 1/100 это слишком мало, чтобы говорить о каком-то заметном улучшении. Ну и количественно средний уровень STI для расчетных точек, он практически совпадает. Если учесть фору, которую оригинальный потолок имеет, поскольку расчетные точки выбраны там, где потолок явно работает, то можно заключить, что он не выигрывает у плоского потолка. Возникает законный вопрос, а можно ли сделать такой потолок, чтобы он был лучше плоского потолка? Акустические потолки давно работают в театральных и других залах. Нельзя ли использовать их принципы для модели данного зала? И какой выигрыш это может дать? В основе многих применяемых потолочной геометрий лежит эллипсоид. Эллипс, как известно, имеет два фокуса. Для нас важно то, что луч, вышедший из одного фокуса, отразившись от поверхности, всегда приходит во второй фокус, независимо от направления начального. Таким образом, если источник звука поместить в один фокус, то вся излученная энергия будет получена вторым фокусом. И поэтому в зале эллипсоид располагают так, чтобы в одном фокусе находилась сцена или говорящие, а во втором фокусе находились задние ряды, где обычно уровень прямого звука из-за большого расстояния мал. А при этом сплошного эллипсоида, вот как на идеальной картинке, может не быть. Достаточно иметь некоторые его элементы, расположенные в соответствующих местах, чтобы они
выполняли свои фокусирующие функции. Ну, исходя из этих принципов, можно представить себе такой эллипсоид, очевидно это будет какой-то длинный эллипсоид вытянутый, в модели нашего конференц-зала. Приемлемый вариант акустического эллиптического потолка был смоделирован в симуляторе. Выглядит он следующим образом. Эллиптическими здесь, чисто эллиптическими, удалось выполнить только концевые части потолка, над началом и концом зрительских мест. Поскольку средняя часть вытянутого эллипса имеет малую кривизну, она мало отличается от плоского потолка, и поэтому в модели она заменена плоскостями на уровне низа несущих поперечных балок. Соответствующие картинки в изометрии видно здесь. Таким образом, получаются две неприятности с этим потолком. Это вот эти уступы со стороны одной части эллиптической и, соответственно, второй части. Модель содержала те же самые материалы, что и оригинал, и поскольку, опять же, геометрические размеры практически совпадают, то и время реверберации, расчетное время реверберации практически совпадает. Поле звукового давления прямого звука с учетом первых отражений показало отличную равномерность в задней половине зала. В вертикальной плоскости хорошо видно формирование отраженного от эллиптического потолка мощного звукового луча, который направлен в заднюю часть зала. И это и было целью применения эллиптической формы потолка. Если сравнивать с оригинальным потолком, то среднеквадратичное отклонение уровня звукового давления оказалось рекордно низким – 3,67 против 5,01 у оригинального потолка. Рассмотрим структуру отражений для нового потолка и сравним ее с оригинальным потолком. Как обычно, начинаем с точки 1. Здесь мы видим совершенно подобную картину отражений. Причем в случае альтернативного потолка отражение произошло от плоской части потолка. Это же видно из временной структуры отражений. В точке 2 нет отражения от потолка в случае альтернативного потолка. В оригинальном потолке имело место отражение от малого ребра. И на временной структуре мы видим то же самое, то есть нет отражения от потолка, есть отражение от пола и боковых стен, от задней стенки. В точке номер 3, если в оригинальном потолке мы видели большое количество потолочных отражений, которые дали здесь весьма приличную разборчивость, то в новом потолке отражений в точку 3 от потолка не приходит, видимо, мешает уступ между эллиптической и плоской частью. Поэтому общий уровень отражений обусловлен только отражениями от боковой стены и окна. Похожая картина и в точке 4, то есть нет отражений от потолка, приходящих в точку 4, тогда как в оригинальном потолке таковые имеются. Это же видно и из временной структуры, то есть мы видим отражение от пола и от задней стенки, от потолка и от стен боковых здесь ничего не приходит. То есть точка 4 не будет иметь высокого коэффициента STI. В точке 5 начинает работать эллиптический потолок в начале зала.
Ну, тут получаем хорошее отражение от эллиптического потолка, тогда как в оригинальном получаем отражение от плоской части большой волны. И видим, что пришедшее отражение от эллипса имеет практически такой же уровень, как и прямой звук. В точке номер 6 количество отражений потолочных удваивается, то есть имеем отражение и как от эллиптической части потолка, так и от плоской части потолка. В оригинальном потолке это было отражение только от гребня, приходящее с тыла. Посмотрим временную структуру. Да, на временной структуре мы видим два мощных отражения, имеющих практически такой же уровень, как и прямой звук. При этом уже работает заднее отражение в положительном смысле, поскольку приходит в интервале 35 миллисекунд. Ну и наконец в точке 7, это самая удаленная точка в зале, мы имеем два отражения от эллиптической части потолка, одно отражение от плоской части потолка, что отражается и во временной структуре сигнала. Рассмотрим индексы разборчивости речи для альтернативного потолка в сравнении с оригинальным потолком. Тут видно, что хотя средний уровень разборчивости почти одинаков, распределение его оказалось более правильным, более благоприятным в случае альтернативного потолка. Наиболее удаленная часть зала получает более мощную подпитку энергии, и поэтому это сказывается на разборчивости. Разборчивость оказалась на ступень выше для альтернативного потолка. Хотя в первой трети разборчивость ниже, чем у оригинального потолка. Но потеря примерно 1/10 в середине зала при уровне 0,7, она гораздо менее важна, чем прибавка 0,1 в задней части, где средний уровень 0,5. Так что здесь эллиптический потолок выигрывает. Ну и теперь проведем более честное сравнение STI по большему количеству точек. Точки мы расположим также по оси имитатора говорящего, только расстояние между точками возьмем не 4 метра, как было до сих пор, а примерно равное половине ширины ряда. Таким образом у нас наберется 45 точек по длине. Значит, первая точка, как обычно, от имитатора, и 45-я в конце зала. Ну и мы видим из графиков, которые построены, что наибольшая неравномерность разборчивости имеет место у оригинального потолка. График здесь напоминает скорее пилу. Причем положение пиков зависит от периодической структуры потолка. Ну, очевидно, что провалы этого графика – это те места, где отражения от потолка нет. А в случае плоского графика, хотя он в среднем напоминает предыдущий, изрезанность графика отсутствует, он более плавный. И средний уровень оказался выше, чем в предыдущем случае, благодаря отсутствию таких провалов. Но в целом графики похожи и подобны. В случае альтернативного эллиптического потолка мы имеем самую высокую равномерность, вот 0,094 по сравнению с двумя предыдущими, благодаря подъему разборчивости в задней трети зала. А средний уровень разборчивости оказался промежуточным между двумя предыдущими вариантами. Удобно также сравнить графики наложения. Например, оригинальный график, оригинальный и плоский потолок, оригинальный и эллиптический потолок. На этих графиках оригинальная кривая показана более бледным цветом.
Ну, из левого графика для плоского потолка видно, что кривая для плоского потолка является как бы огибающей для оригинального потолка и проходит по пикам оригинального потолка. Очевидно, эти пики отвечают плоским участкам оригинального потолка. В целом, оригинальный потолок является как бы частным случаем плоского. Оба они эффективны на передней трети, на передней половине зала. А в задней половине они дают значение STI, которые уже на грани, так сказать, попадания в неудовлетворительные. Из правого графика видно, что хотя альтернативный вариант не получает мощных отражений в первой третьей половине зала, и кривая огибает оригинальную по нижним значениям, но во второй половине зала и в задней трети особенно эллиптический потолок дает значительный прирост разборчивости. То есть практически эллиптический потолок вводит разборчивость в конце зала на уровень конца первой трети зала. Отсюда же следует вывод, что подбор отражающих элементов должен производиться тщательно с целью избежать любые местные провалы разборчивости. Ну и наконец можно сделать общее заключение по этому обзору. Первое, что потолок Алвара Алта не дает преимуществ по сравнению с плоским потолком в смысле акустики. То есть его можно рассматривать как оригинальное художественное решение, имеющее эстетическую ценность. Второе, для улучшения разборчивости речи более эффективной оказывается классическая геометрия акустического потолка, обеспечивающая фокусирование звуковой энергии на проблемных зрительных местах. На этом я благодарю вас за просмотр данного ролика и до следующих встреч.